Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом чизкейка. Но, если честно, этот чизкейк с легкостью может заменить любой праздничный торт. Советую вам обязательно досмотреть видео до конца и сохранить этот рецепт. Чизкейк мы будем готовить с печеньем Орео, и там будет несколько слоев. Но обо всем расскажу чуть позже, а вы пока не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше. Для приготовления основы чизкейка нам понадобится печенье. Я буду готовить его сама. Рецепт уже есть на моем канале, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Единственное отличие в том, что я буду выпекать его отдельным пластом для удобства. Но переходите на видео, и вы узнаете все нюансы и подробности, о которых я рассказываю. Это фундучно-шоколадное печенье. Если вы не хотите готовить такое печенье, можете приготовить любое, которое вам нравится, и использовать его для чизкейка. После того, как печенье остыло, точнее наш большой коржик, мы отмеряем 400 грамм от общего количества и будем перемалывать его в блендере. Ровно столько мне печенья понадобится. Я измельчаю его в мелкую крошку. С помощью блендера это сделать очень просто. Вот такая крошка получается. И впоследствии она нам пригодится для основы. Перекладываем ее в отдельную емкость и отставляем в сторону. Теперь нам нужно подготовить форму. Для этого нам понадобится фольга, кольцо диаметром 18 сантиметров и подставка. Подставка – это дно от разъемной формы. Итак, мы на фольгу ставим наше кольцо и зажимаем фольгу по краям. Я не рекомендую использовать разъемные формы, там есть неудобное углубление. Все-таки лучше чизкейк всегда готовить просто в кольце. И для того, чтобы сформировать правильно дно, я использую фольгу. В 2 слоя формирую дно и закрепляю по бокам. Вот такое получается кольцо уже с дном. Все готово, и отставляем его пока в сторону. Теперь же займемся приготовлением песочной основы. И нам понадобится как раз шоколадная крошка, молоко и растопленное сливочное масло. От общего количества растопленного масла берем немножко и смазываем дно и края формы. В песочную крошку добавляем молоко и растопленное масло. И руками хорошо все перемешиваем. Почему руками? Потому что нужно чувствовать густоту и плотность этой крошки. Если вы можете руками сформировать небольшой комочек, значит все вы сделали правильно. Если комочек не рассыпается, значит и бортик будет хорошо держаться. Теперь предстоит ювелирная работа. Нужно сформировать основу чизкейка. Сначала выкладываем основу по бокам, хорошо придавливаем ее. Сначала формируем бортик руками, а затем берем ложку и делаем вот такой красивый ровный угол. Если где-то были выпуклые части, слишком много основы, опять же ложкой лишнее убираем и выкладываем на дно формы. Оставшуюся часть крошки выкладываем на дно и точно так же с помощью ложки хорошо все утрамбовываем. Затем берем стакан или ровную емкость и надавливаем для того, чтобы дно чизкейка хорошо и плотно сформировалось, чтобы не было никаких пробелов и мягких рыхлых частей. Вот такая получается основа. Убираем ее в морозилку на час-полтора. Теперь переходим к приготовлению сырной основы. Список ингредиентов я также оставлю в описании под этим видео. Мы готовим чизкейк Орео, поэтому для сырного слоя мне также понадобится Орео. Из общего количества печенья я беру 5 печенюшек, убираю вот этот белый крем, нам он не понадобится, нам нужно только само печенье. И измельчаем все в блендере до получения однородной мелкой крошки. Вот такая красота у нас получилась, и отставляем ее в сторону.
Берем холодный сливочный сыр, выкладываем все в чашу блендера. Сахар перемешиваем с кукурузным крахмалом. Картофельный крахмал я использовать не рекомендую. И с помощью насадки лопатка на минимальной скорости, на единичке, начинаем перемешивать сливочный сыр и добавляем сахар, перемешанный с кукурузным крахмалом. Перемешиваем буквально 1 минуту, долго взбивать не нужно, иначе чизкейк у вас получится слишком воздушный. Добавляю ванильную пасту и снова перемешиваю буквально 10 секунд. Затем сразу добавляю яйца и продолжаю перемешивать. Запомните, что чизкейк всегда мы вымешиваем на минимальной скорости. Добавляю холодные сливки и около 30 секунд хорошо нужно все перемешать. Вот такая масса получается. Еще раз прохожусь лопаткой. Если где-то масса не домешалась, просто с помощью лопатки еще раз все хорошо перемешайте. Из общего количества я откладываю примерно половину. Добавляю крошку Орео и перемешиваем до однородности. Теперь нам понадобится кондитерский мешок и выкладываем нашу начинку, для того, чтобы с легкостью можно было выложить сырную основу на песочную основу шоколадную. И отставляем в сторону. Берем еще один кондитерский мешок и выкладываем оставшуюся начинку. И таким образом у нас получится 2 кондитерских мешка. Один с начинкой Орео и второй сливочный, ванильный. Итак, достаем нашу основу, работаем очень быстро, чтобы не образовался конденсат на основе. Сначала выкладываем начинку с Орео. Разравниваем все шпателем. Как видите, начинка очень плотная и выглядит уже вкусно. Так, разравниваем, чтобы все было ровно. И теперь берем ванильную начинку. Точно так же выкладываем все по спиральке. Если у вас нет кондитерского мешка, то в принципе можете просто выкладывать ложкой. Получится, наверное, не очень ровно, но вкусно будет в любом случае. И точно так же разравниваем все шпателем. Теперь берем оставшееся печенье, ломаем его на произвольные кусочки и просто прячем его в сырном слое, в начинке. Придавили, опустили, ничего сложного, никакой определенной последовательности нет, просто в произвольном порядке выкладываем все печенье. И снова шпательком все закрываем. В итоге, когда чизкейк будет готов, внутри у вас будут вот такие красивые печенюшки. И теперь отправляем наш чизкейк в разогретую до 130 градусов духовку выпекаться 1 час 40 минут. На дно духовки обязательно поставьте емкость с водой. После того, как время прошло, оставляем чизкейк в духовке до полного остывания. И только потом убираем его в холодильник. Вот этот чизкейк уже после холодильника. В холодильнике он должен провести еще 5-6 часов. Так как мы смазали сливочным маслом кольцо, то чизкейк с легкостью выходит из формы. Если у вас возникают сложности, то можете поставить чизкейк на какой-нибудь стакан и потянуть кольцо вниз. И вот такой красивый ровный чизкейк у нас получился. Еще раз напоминаю, что выпекаю я при температуре 130 градусов час 40. Оставляю в духовке до полного остывания и убираю в холодильник на 5-6 часов, либо на ночь. И теперь нам нужно приготовить шоколадный слой. Для этого нам понадобится черный шоколад, молочный и жирные сливки. В принципе, по желанию можно использовать только черный шоколад, но у меня был прям очень горький,
не уверена, что детям понравится вкус, поэтому я разбавила его молочным шоколадом для более мягкого вкуса. Теперь нам нужно нагреть сливки до первых пузырьков. Кипятить их не нужно. Пока сливки нагреваются, это буквально несколько секунд, быстренько ломаем шоколад и выкладываем его в высокий стакан. Если вы не едите шоколад, то в принципе можно оставить чизкейк в таком виде без дополнительного шоколадного слоя. Но у нас он будет, поэтому горячие сливки выливаем на шоколад и даем постоять сливкам примерно 1 минуту. Затем пробиваем все блендером, и у вас должна получиться глянцевая красивая шоколадная масса. Даем шоколаду остыть примерно 2-3 минуты. Достаем чизкейк из холодильника и выливаем шоколад на чизкейк равномерным слоем. Даем чизкейку привыкнуть к шоколадной массе буквально 1 минуту. И затем осторожно убираем чизкейк в холодильник на 20 минут. Пока застывает шоколадный слой, я рассказываю, как ровно разрезать пополам шоколадное печенье. Берем нож рельефный, нож-пилка, и такими режущими движениями разрезаем печенье. И в итоге у вас получатся абсолютно ровные печеньки, ровные половинки, которые абсолютно не крошатся. Они нам понадобятся для украшения чизкейка. Итак, достаем наш чизкейк. Как видите, шоколадный слой еще совсем не застыл, он очень мягкий, но нам как раз такой вариант подходит, потому как мы будем прятать половинки Орео. Если бы шоколад сильно застыл, то, к сожалению, уже печенье никак не удалось бы спрятать. И благодаря тому, что шоколадный слой мягкий, будет казаться, что мы спрятали именно целые печенюшки, а не половинки. Вы, конечно же, можете украшать чизкейк как вам нравится, можете вообще Орео не добавлять, либо выложить как-нибудь красиво сбоку, то есть тут уже фантазируйте, как вам нравится. Я лишь показываю один из вариантов, который может быть, а вы уже придумываете свои варианты. После того, как мы выложили печенюшки, убираем чизкейк в холодильник до полного застывания шоколадной основы. Примерно 1 час у вас на все это уйдет. Я хочу сказать, что этот чизкейк просто невероятной нежности, он очень вкусный, понравится абсолютно всем, кто любит шоколадные десерты или печенье Орео. Знаю, что дети абсолютно без ума без Орео, и когда я еще готовила на заказ, мои клиенты всегда заказывали такой торт на детский день рождения. Почему говорю торт, а не чизкейк? Потому что выглядит он действительно празднично и интересно. Теперь давайте посмотрим, какой же он получился внутри. Я разрезаю уже застывший чизкейк. Шоколад тоже уже застыл и никуда не уплывает. Но вы, наверное, и без лишних слов видите, насколько этот чизкейк красивый. И уж поверьте мне, он правда вкусный. И если вы искали какой-нибудь интересный торт шоколадный, то почему бы вам не попробовать вот такой красивый чизкейк. Так что же там внутри? Вот он, наш красавец. Посмотрите, как смотрятся кусочки печенья внутри. Орео, конечно же, внутри чизкейка мягкое и придает очень пикантный вкус чизкейку. С одной стороны он сливочный, но в сочетании с Орео вкус получается просто волшебный. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт. Обязательно попробуйте приготовить этот чизкейк. Кстати, на моем канале уже есть классический чизкейк Орео рецепт. Ссылку я также оставлю в описании под этим видео. Если у вас будут трудности, если не найдете, пишите в комментариях, подскажу, где найти этот рецепт. И обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!